Привет! Уже больше года в свободное от работы время я плотно занимаюсь инди-геймдевом. За это время я сделал 4 клевых геймджем игры, 2 из которых при участии своих товарищей, а 2 чисто в соло. А сейчас в разработке 2 серьезных проекта разного масштаба. О них и будут ближайшие ролики. Первый проект я уже открыто анонсировал еще год назад, и это DFD. Другой же экспериментальный короткий ужастик. Сегодня я расскажу о первом проекте, как за год изменился DFD, обрисую свое видение этого проекта и планы. Меня, напомню, зовут Алексей, и это канал Red Oni Games. С вас лайкос, с меня рассказ. Поехали! В самом конце ролика я оставил кусок чистого, не срежиссированного геймплея без монтажа, со звуком, чтобы вы могли оценить текущее состояние проекта. Как я и говорил год назад, изначально амбиций у проекта было не то чтобы много, и он начал дорабатываться с геймджем-версией как проект под веб и для тех же Яндекс.Игр. Но чем больше я работал над игрой, тем больше мои внутренние стандарты качества говорили мне: переделай это, допили то, из-за чего разработка затянулась. В принципе, я действительно мог до конца прошлого года чисто напилить плохенькой, но цельной графики и зарелизить обрубок игры. Но я переделал базовый геймплей, тестировал на друзьях и переделал снова. Я все еще не до конца доволен многими вещами, многое что нужно прям переделать, но игра уже сейчас на 10 голов лучше ощущается, чем год назад. Чтобы лучше воспринимать все то, о чем я планирую сегодня рассказать, мне сперва нужно спозиционировать для вас игру, рассказать, что я хочу сделать, а что реализовано на данный момент. Представьте, место действия — альтернативная Земля, конец 21 столетия. Цивилизация в целом не сильно развилась вперед относительно нашей, так как ее развитие постоянно сдерживалось многочисленными катаклизмами, эпидемиями и войнами. И все бы ничего, пока не случилось явление под названием Хор. Мир погрузился в хаос. Гигантское количество территорий стало непригодно для жизни. Возник голод. Население планеты стремительно сократилось. Государства начали распадаться, а люди сбиваться как в мирные сообщества, так и в многочисленные банды и группировки. Я бы описал сеттинг так: Безумный Макс плюс Death Stranding. Как вы поняли из рассказа выше, DFD — это однопользовательский сюжетный автомобильный экшен. Некоторые меня уже спрашивали про мультиплеер, он на данный момент не планируется, ибо я очень ограничен в ресурсах и не могу тягаться на мультиплеерном поприще хоть даже с небольшой, но полноценной студией. Банально, производственные мощности не те, чтобы поддерживать жизнь в многопользовательской игре. Но, возможно, в будущем, когда одиночная часть игры будет готова, появятся планы и на мультиплеер. Сюжетная кампания будет представлять собой череду разнообразных миссий в разных форматах. Я бы сравнил структуру кампании с последней Armored Core. Игрок волен сам выбирать старт той или иной миссии, сюжет будет подаваться как во время этих миссий через катсцены, переговоры по кодеку, так и между миссиями. За выполнение тех или иных задач во время миссии вы будете получать ресурсы, которые сможете потратить на покупку новых авто, также на их прокачку. Еще есть желание попробовать сделать так называемые открытые миссии, где игрока не будут вести за ручку, а будут давать довольно большую карту, которую игрок сможет изучать сам и на которой будут помимо основных активностей побочные. Благо, сеттинг располагает к довольно пустынным пространствам, и создавать такие небольшие открытые миры не должно быть сильно сложно. Одна из целей и челленджей для меня — добавить в каждую из миссий какую-то фишку, чтобы это было не просто стандартным доедь от точки А до точки Б и убей пачку врагов, а чтобы условия, какие-то дополнительные факторы были, дополнительные механики, чтобы геймплей был разнообразным и постоянно удивлял. Также в сюжетке врагами будут не только машины. Но это все когда-нибудь на релизе. Сейчас же реализован по сути только core геймплей в режиме автомобильного арена-шутера, который чисто структурно не сильно отличается от джем-версии, но геймплейно очень сильно. И по сути очень напоминает такие шедевры, как Quake 3, Unreal Tournament и Twisted Metal. Теперь более конкретно про игру. Две основные проблемы ранней версии — это Game Feelings и физика авто. Ощущение от игры — понятие довольно обширное и включает как удобство управления, темп геймплея, так, например, импакт. Первым глобальным изменением стал отказ от псевдоизометрической камеры. Сперва я все же хотел ее оставлять как дополнительный вид, но со временем от этой идеи полностью отказался. Этому есть ряд причин. Для начала это просто неудобно. Я даже с собой замечал, что иногда, начиная игровую сессию, я иногда путался в управлении, где лево, где право, что уж там говорить о новых игроках. Когда же камера находится за авто, то таких проблем не возникает. Следующая причина так банально иммерсивнее, даже кинематографичней. Так сильнее погружаешься в игру,
ты ближе к гуще событий, пули свистят не где-то там вдалеке от тебя, а уже непосредственно над твоей головой. Еще одна причина отказа от оригинальной камеры – это обновленный левел дизайн. В прошлом дневнике разработки я восторгался левелом дизайном в Twisted Metal, а одна из самых важных его фишек – это то, что локации многоуровневые. Вот пытаешься оторваться от врагов по шоссе, потом залетаешь на крышу здания, оттуда через дыру в полу на крытую парковку. Высокая камера же при подобном подходе вызывает лишь одни проблемы. Типа как отсекать через геометрию локации на уровне выше машины игрока, приближать ли камеру, упирать ее в потолок или же как-то по-другому что-то делать, как это скажется на геймплей и так далее. Конечно, это все решаемо, но не продуктивнее ли потратить время производства на что-то другое? Вот и я решил так. В прошлом ролике я обращал внимание на физику, на то, что машины поворачивались как утюги, как стопорились при попадании по ним, как неправильно отрабатывали урон от столкновений и так далее. У машин не чувствовался вес, они не могли входить в управляемый занос. Что же это все значит? Это же значит овер дохуя работы, конечно же. Для начала нужно понимать две вещи. Во-первых, физику колеса, как она работает, какие параметры типа бокового и переднего сцепления влияют на поведение машины. А во-вторых, это то, что физика в Unity сосет. Сколько же Unity у меня крови выпило. Это прям ужас. Я убил кучу времени, переделывая из раза в раз физику авто и управления над ней. В результате получилась все же не аркадная физика, а что-то ближе к так называемой симкадной физике. Движение симулируется от физики колес, есть даже автоматическое переключение коробки передач. Среди тестеров я встречал разные мнения на этот счет. Чисто аркадная физика, возможно, лучше бы работала чисто в режиме боев, как в том же Twisted Metal, но у меня более широкие амбиции. Я хочу не просто аренные бои, я хочу, чтобы машинка была прикольно рулить и без стрельбы. Конечно, результат будет не идеальный, но я стараюсь, надеюсь, вы это оцените. Если бы DFD была просто гонкой, то можно было бы, в принципе, ограничиться рассказом о геймплее здесь. Но тут не менее важно не только гонять, но и уничтожать врагов. А это можно делать разными способами. У игрока в распоряжении разнообразные пушки, внешние обвесы типа отвала от поезда для таранов и уникальные способности для каждой тачки. Теперь ты всегда знаешь, что багги умеет прыгать, а в улучшенном варианте еще и раскидывать и поджигать ближайших врагов, а у паука на борту автоматические турели. Физические характеристики машин, такие как вес, сцепление и так далее, у каждой машины тоже уникальны, соответственно, управляются не по-разному. Теперь оружие. Если вы обратили внимание на футажи, в моей игре нельзя вручную целиться. И это осознанное решение. С ручным прицелом в подобные игры играть немного комфортнее, но мой опыт в таких проектах подсказывает, что езда уходит на второй план. Взять те же Ex Machina, Warhammer 40 000 Speed Freaks или же демку Fumes. Во всех этих проектах во время боев ты часто даже не смотришь, куда едешь. Ты можешь спокойно ехать в одну сторону, целиться в другую сторону, либо вовсе наворачивать круги вокруг вражеского авто и как в тире расстреливать оппонента. Мне такие игры отчасти напоминают реально какие-то уровни на пулемете в каком-нибудь Call of Duty, с разницей лишь в том, что ты можешь доруливать транспортным средством. Плюс возникает ограничение на левел дизайн. Если ты особо не смотришь, куда едешь, значит карты должны быть просторными, широкими, без ловушек, без смертельных зон и так далее. Также я хочу заставить игроков чаще маневрировать и использовать разные игровые механики для убийства оппонентов, такие как способности, тараны, как я уже говорил. Каждая пушка в игре тоже уникально обладает своей ролью, и нужно понимать, когда ее и как использовать для достижения лучшего результата. Если пулеметы, допустим, смотрят строго вперед и вынуждают вилять машиной, чтобы целиться, лазерганцы с лаганом, например, имеют автонаведение, как и Rocket Launcher, но там оно немного иначе работает. Возможно, я и пулеметом в дальнейшем дам немного свободы и либо добавлю автонаводку, может быть по апгрейду, либо дам возможность немного прицелиться, но даже так крутить на 360 не выйдет. В джем-версии при подборе новой пушки старая заменялась. Это решение мне и тогда-то не нравилось, поэтому я решил сделать по классике. Сколько пушек ты подобрал, столько у тебя и будет. Главное вовремя переключаться. Так как разные волыны полезны в разных ситуациях, из своевременного переключения и грамотного их использования вы можете придумать свои собственные тактики победы над врагами. Также патроны теперь не универсальные для всего, а у каждой конкретной пушки свои патроны. Поэтому на локациях в целом появилось намного больше подбираемых предметов, о чем не шло речи, типа полноценных пауэрапов. Также на данный момент доступно 3 обвеса для тарана, упомянутый уже выше отвал поезда, позволяющий за удар наносить солидный дамаг, силовая установка, откидывающая далеко врагов, что очень даже полезно, если ты можешь скинуть врага с крыши или, например, в лаву,
а также циркулярные пилы, которые рубят врага при контакте с ним. Но это все для режима арены. В сюжетных миссиях свой арсенал нужно будет настраивать заранее перед миссией, а патроны добывать либо в специальных точках, либо из поверженных врагов. Немного об оптимизации и графике. У меня лично дома нет возможности тестировать игру на большом количестве сборок, тем не менее я хочу, чтобы игра работала максимально хорошо на как можно большем количестве конфигураций железа. У меня уже довольно старый комп с i7 8700K и GTX 1070 на борту, и, соответственно, я ставлю себе цель, чтобы хотя бы на таком железе игра на максимальных настройках стабильно работала 60 FPS. Здесь еще предстоит большая работа, те же купленные ассеты с фоновыми моделями я переделал, чтобы там было меньше вызовов от рисовки, плюс их визуально изменяю. Оптимизация вроде получается очень даже неплохая, на днях буквально один из тестеров проходил игру на ноуте с i5 6200U, и графика Intel HD Graphics 520, и сильно много проблем с этим не испытывал. Графика, демонстрируемая в ролике, как вы, я думаю, уже догадались, далеко не финальная. Я думаю, вы заметили, что качество ассетов различается. Например, вот эта машинка вообще еще из первой версии. Местами вместо нормальных текстур все в клетку. В целом я планирую плюс-минус вот такой уровень графики, как я показываю сейчас на экране. Таргет по качеству я поставил не очень большой, так как по большей части я работаю один и не могу себе позволить сильно запариваться над моделями. Соответственно, чем ты круче прорабатываешь графику модели, тем ты больше времени инвестируешь в конкретную модель. И я пока не могу себе этого позволить. Тем не менее, я уверен, что игра будет симпатичной. Хоть и не сможет стягаться с AAA тайтлами. Ну и под конец, игра планируется для выхода сперва в ранний доступ. В нем будет 5 машин, 4, считайте, уже готовы практически, 1-2 сюжетные постановочные миссии и чемпионат на 4 аренах, в котором будут просто аренные бои с разными заданными условиями. Сроки этого всего я пока называть не буду. Как вы могли заметить, разработка потихоньку продвигается, но работы еще очень много. Если вы хотите мне помочь с тестированием игры или даже с разработкой, то можете написать мне, все ссылочки, разумеется, в комментариях. Также я отдельно зову музыкальные группы в саундтрек к игре, потому что я хочу, чтобы там играли русские группы. По-моему, это было бы очень классно. Постараюсь также, чтобы между вторым и третьим дневником разработки прошло не так много времени, как между первым и вторым. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкосики, подписки, пошарьте видосик друзьям и комьюнити разным. Для меня сейчас это очень важно. Пока. У каждой машины есть свои особенности. Например, твоя Ада Сайонара оборудована запасом мин. Вывел кнопку для их использования на экран. Мины срабатывают на приближение любого авто, в том числе твоего. Так что будь аккуратнее.
Да ты крут. Заезжай в здание, и мы закончим на этом.